Да, конечно. I'm Patrick Lancaster, and right now we are with a special battalion near the Russia-Ukraine war front line, a battalion that consists mainly of former Ukrainian soldiers who have crossed the front line to, as they put it, fight for a new Ukraine against the current administration. These are not my words, these are their words. We're going to be talking to the people about what they're doing, and this is number 2 of a 3-part series. We've already filmed the Kamikaze drone team in training, and now we're here with this ex-Ukrainian soldier battalion's reconnaissance drone team, and we're going to be showing what they do, how they do it, and what they're preparing for. Hello. Можно сказать, что вас сделать? Можно представиться себя и что вас делать? Да, мой позывной Хантер, я боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса. В батальоне я на должности командира группы воздушной разведки. И вы откуда? Родом я сам с Житомирской области, это север Украины. И вы был бывший украинский солдат? Да, я служил до лета 24 года в 110-й отдельной механизированной бригаде. Я был в звании младшего лейтенанта на должности командира взвода. И как вы попал здесь? Ну, на передовой я находился относительно недолго. Я был 1,5 месяца буквально. Каждый день у меня был выезд на передовую. Я привозил припасы своим бойцам, радиостанции, медицину, выводил людей, забирал раненых, забирал погибших. И за очень быстрый промежуток времени у нас личный состав сократился со 100 человек порядка до 20. Меня отправили на позицию, и я вместе со своими бойцами находился на позиции 22 суток. Это лично я, у меня бойцы находились 28 суток бессменно. Были солдаты, которые были 40 дней на позиции, и их не меняли. Мы сидели, мы просили поддержку, мы просили нас забрать или заменить на позиции, так как долго находились. На что мы постоянно получали отказы от руководства: ждите, скоро будет пополнение, вас поменяют. Но в итоге нас не поменяли. Потом прошло буквально 2 недели, как я заехал на позицию. У нас были большие потери за один день. На следующий день я с самого утра вышел на командование, что мы будем уходить с позиции, самовольно покидать. Они сказали, это будет дезертирство, что мы не даем вам такой приказ. Вас посадят, вас сразу судят по военным судом, и вы поедете в тюрьму. Мои бойцы были согласны на это, я был согласен на это, ради того, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих бойцов, так как находиться на позиции было совершенно нецелесообразно. Но получили мы отказ, и потом в радиостанцию мой командир прямой, он сказал, что вас с позиции все равно никто не заберет. Даже если вы выйдете на точку эвакуации, вас никто забирать не будет, вы будете там сидеть до последнего. Ну и после этих слов я сразу понял, что нас забирать никто не будет, нас отправили по факту на убой. Мы просидели еще 1,5 недели, и случился штурм 10 июня. В 5 вечера начался активный штурм, начала работать артиллерия, миномет, летело прям все. Дроны Камикадзе, танки по нам работали, очень сильный был шквальный огонь. Просили поддержку командования, поддержки не поступило. Прилетело в блиндаж, в котором мы находились. У нас с позиции, в принципе, остался один блиндаж. И у меня на 3 позиции осталось на тот момент, на момент начала штурма, в живых было 13 человек. После того, как прошел штурм, спустя время мы сдались, и я узнал, что из 13 человек в живых осталось 4. Только 4 человека, и после чего мы еще сутки просидели на позиции вместе с парнями, которые нас штурмовали, и начали выходить с позиций. Когда мы выходили с позиций, меня очень это удивило. Такую неприятную было осознавать, что так как мы много знали информации, все-таки я был офицером, по нам начали активно работать со стороны моей бывшей бригады. Артиллерия, миномет, дроны Камикадзе, кассетные боеприпасы в том числе использовали, когда мы уже отходили вместе с парнями. Но слава богу, все случилось довольно хорошо, мы оперативно двигались и остались 4 человека в живых. И
сейчас за что вы воевать? Вы знаете, у каждого разные взгляды, каждый по-разному оценивает наше подразделение, но у нас единая мысль, я могу так сказать. У нас мысль такая, что мы вот совместно с вооруженными силами Российской Федерации, потому что многие думают, что мы просто в составе Российской Федерации. Нет, мы отдельное подразделение, мы себя считаем, так сказать, украинской военной оппозицией. Мы сражаемся за то, чтобы освободить нашу землю, освободить не от гнета, не от сил ВСУ, как говорят, не убить людей. У нас стоит задача украинских военнослужащих. У нас стоит задача скорее освободить нашу страну от той всей власти, которая погрязла в воровстве, в коррупции, в разных скандалах, убийствах как и военных, так и мирного населения, уничтожению собственного народа. Освободить нашу страну от этого, и чтобы люди обрели право голоса и право выбора, то, чего в Украине нет. Как бы там ни твердили, что есть права свободы человека, есть Конституция, есть международные конвенции про права человека. В Украине это, к сожалению, на данный момент не соблюдается. Все прекрасно видят, все прекрасно это осознают, но украинская власть максимально сопротивляется этому. Как бы то ни было, то, что неоднократно показывают в роликах в интернете, как людей убивают, как людей пакуют с помощью центров мобилизации, ТЦК, то, что они творят, это полный мрак. Они просто отправляют людей насильно на убой, прикрываясь тем, что вот вы идете освобождать свою страну от захватчика в виде Российской Федерации. Ну, наверное, есть люди на Украине, сказал вас как предатор. Что вы могу сказать о них? Слушайте, вы знаете, людей много, и у каждого свое мнение. Да, нас многие считают предателями, что мы сделали вот такой выбор, мы перешли на эту сторону, чтобы сохранить свою жизнь, что мы предали свою семью, свою страну, свою родину. Я на это могу ответить довольно-таки просто. Вы знаете, в тот период, когда мне рассказали про подразделение, до момента, когда я попал в плен, я не знал, что есть такое подразделение. Я уже, будучи на пункте временного содержания, я там узнал про подразделение. Мне предложили, и я подумал и согласился вступить. Я мог бы спокойно, вот я могу этим людям ответить, я мог бы спокойно, как я, так и парни, которые вместе со мной, мы же могли спокойно отказаться вступать в подразделение, поехать в лагерь военнопленных, и там спустя какой-то период времени, может это было бы быстро, может не так быстро, может это год-два был бы, мы бы просто по обмену поехали бы домой. Но почему-то парни сделали свой выбор, потому что они понимают, что мы все столкнулись с тем, что та пропаганда, которой пичкала нас украинская власть, украинские медиа, что вот для нас русские солдаты, убийцы, мародеры, они исчадия ада, как их называют, мы столкнулись в реальной обстановке с тем, что у них отношение к нам, к украинским военнослужащим, было более человечное, чем у нашего командования. Они старались, вот я на своем примере могу сказать, что ребята старались максимально сохранить наши жизни. Я когда нас взяли в плен, и мы первые сутки сидели в окопах вместе с ними, без связанных рук, нас не избивали, не пытали, ничего такого не было. Они сказали такие слова. Они это да, российские штурмовики. Они сказали, что парни, все будет с вами хорошо, у нас сейчас стоит задача вывести вас живым. И в тот момент, когда мы выходили с позиции, у них погиб командир и его заместитель этой штурмовой группы. Прилетел 120-й миномет и сразу на месте убило командира и зама. После этого мы думали, что ну все, нас, скорее всего, сейчас парни на эмоциях расстреляют, потому что такая потеря. Они с командиром очень давно воевали, они все нам рассказали свои истории. Но парни пришли к нам. Я до сих пор помню эту картину. Парнишка пришел, забрал с тел командира и его зама табельное оружие, пистолеты. И присел на колени к нам, присел с этими пистолетами. Я уже подумал, что нас сейчас расстреляют на эмоциях. Он сказал просто: парни, ничего страшного, это война, это бывает. Командир вам пообещал, мы вам пообещали, что вы останетесь в живых, и у нас стоит задача вас вывести. И мы сделаем все максимально для этого, чтобы это случилось. И они сдержали свое слово, и сейчас вы видите меня и всех остальных парней в живых. У них более человеческое отношение было, чем у нашего командования. И вы сказал слово плен, и вы был плен. Но just so чисто, вы плен сейчас или вы свободны?
мы свободные люди. Свободные Да, люди, вот полностью. посмотрите нас, как мы можем быть пленными. Вы знаете, если бы это была бы, как многие говорят в украинских медиа, проскакивала информация неоднократно в украинских медиаресурсах про наше подразделение, в том числе давали комментарии подразделения спикеры Главного управления разведки Украины, давали комментарии, что мы вот путинская и кремлевская игрушка, что мы вот просто красивая картинка, и мы пропадем, и про нас в скором времени забудут. Но по факту, это не так. Если бы это была картинка, вы бы сейчас вот спокойно видели, что тут стояли бы какие-то люди там с автоматами, нас охраняли, чтобы мы никуда не убежали. Мы себе спокойно ходим, мы спокойно общаемся. Как вы сами видите, парни обладают очень большим потенциалом, они хорошо показывают себя как специалисты. У нас хорошее оборудование, мы хорошо летаем, мы хорошо выполняем свои боевые задачи. Если мы были пленные, нам бы это просто не разрешалось, нас бы не допускали к таким технологиям и к таким задачам, к тому, что мы делаем. Плюс неоднократно, очень много мы публикуем в наших медиаресурсах, кроме боевой работы, мы занимаемся и работой с молодежью. Это очень также важная миссия для нас, чтобы в первую очередь война войной, но нужно настраивать все-таки коммуникацию между молодым поколением и нами, людьми, кто был в свое время в подразделении ВСУ, и люди по разную сторону баррикад, которые были в свое время, и чтобы не было недопонимания сейчас, потому что рано или поздно любая война заканчивается, какая бы она ни была. И все равно будет настраиваться конструктивный диалог. И вот эти люди, вот эта молодежь, с которой мы общаемся, это очень большое количество людей. Это разные организации, там, если считать, там на тысячи идет счет вот этой молодежи, с которой мы работаем, с разными организациями. И им потом будет проще, все равно будет настраиваться диалог, они будут общаться со своими сверстниками с территории Украины. Это наступит, как бы то ни было. И с помощью вот тех действий, что мы делаем, это будет проще. Они прекрасно понимают, они знают, эти дети, нашу историю, каждого лично. Мы не скрываем это, мы спокойно можем рассказать, спокойно можем обсудить. И они понимают реальные вещи, которые там происходят на Украине, и как там запудривают головы не только молодежи. Да, понятно, молодежи проще запутать какие-то свои нарративы, которые нужны для власти. Насаждать это намного проще. Молодежь сильно поддается на любые провокации, на любые новостные сводки. Но меня больше всего удивляет, что при этом есть взрослое поколение, еще, так сказать, старые закалки, как говорят у нас, закалки Советского Союза. И они ведутся очень сильно на эту пропаганду. И вот то, что мы делаем, мы уже начинаем строить контакты. В свое время, вы знаете, когда закончилась Вторая мировая война, у нас это называлось Великая Отечественная, говорили, что страны Советского Союза и страна Германия, на тот момент, когда она уже даже развалилась, ФРГ и ГДР, что никогда не будут они существовать как друзья, никогда не будет нормального общения. Но, как показала практика, спустя время все-таки эта стена недопонимания и злости, она рухнула, и настроился нормальный конструктивный диалог и нормальные отношения. И я надеюсь, что в скором времени это случится между нашими странами, между Российской Федерацией и Украиной. Но все нужно только время, понимание и терпение. А скажите, как отнеслись родственники, то, что вы взяли, сдались в плен? Вы знаете, родственники знают детей, они знают, что со мной хорошо. Больше я вам сказать, к сожалению, не могу, потому что это индивидуальная тема каждого. Мы стараемся это не обсуждать. И сегодня что вы будете сделать? Что мы могем видеть сегодня? Сегодня у нас, так как мы стараемся, мы следим очень активно за нашими, мы не будем говорить противниками, за нашими оппонентами на стороне ВСУ, потому что у нас в первую очередь, как у меня, у командира группы воздушной разведки, как у парней, операторов дронов Камикадзе, у нас всегда к противнику, нашему, к оппоненту, у нас всегда есть уважение, никогда не надо недооценивать своего оппонента. И мы стараемся, как и наш оппонент, развиваться, пробовать какое-то новое оборудование, новую взрывчатку, новые дроны.
Парни сейчас у нас тестят там, оттачивают свое мастерство на очень закрытых участках. Плюс дополнительно у нас там парни сейчас тестируют новые антенны, которые позволяют летать лучше, летать дальше. Я же в свою очередь, как в том числе важна воздушная разведка, поражение это всегда хорошо, когда ты поражаешь технику или укрытие противника, или живую силу. Но при этом всегда важен объективный контроль. Найти противника, дать информацию и потом скоординировать пилота дрона Камикадзе и дать картинку, как у нас говорят, объективный контроль уже поражения, подтверждение того, что работа прошла удачно. И как у парней есть определенно, постоянно меняется оборудование, постоянно меняются дроны, в том числе в моей группе все происходит таким же образом. Понятно, что вот компания DJI, дроны, лучше их пока что нету, не придумали, я думаю, не придумают, но дополнительные антенны, дополнительное оборудование, которое позволяет летать дальше, оно постоянно меняется. Сейчас вот вы можете видеть, у меня стоит два кейса, у меня подключено здесь оборудование, наземный предусилитель и на дереве, пока что на дереве антенну вынос, штатив я не брал, это сейчас нет необходимости. Висит новый антенный блок, который мы используем, и это оборудование позволяет летать лучше, летать на более дальние дистанции. Со своего опыта скажу, что вот то оборудование, которое у нас есть, на котором мы стабильно летаем, мы его тоже переделывали, у нас есть свой техотдел, который этим занимается. С крайней боевой задачей я улетал в одну сторону для разведки, 12 километров в сторону противника. Сейчас, на данный момент, вот новое оборудование, которое мы получили, которое нам досталось, так сказать, оно позволяет летать еще дальше, еще лучше. И в обязательном порядке, когда мы его получаем, нам нужно произвести тесты. У нас есть разные типы дронов DJI, и мы на каждом дроне мы постоянно проверяем, чтобы понимать, на какую дистанцию и при каких условиях мы сможем летать, чтобы давать всегда постоянно разведданные, что необходимо. Потому что сейчас, по факту, на передовой 70-80% боевых действий – это война дронов. И всегда необходимо как и ударные дроны, так и воздушная разведка, чтобы понимать всю картину в реальном времени. И сейчас именно что вы сделали? На взлетной площадке я выставил дрон. В направлении антенны на дереве у меня висит антенна с обозначенным направлением. И я сейчас проверяю стабильность для начала сигнала, как у меня реагирует дрон, нет ли потерь, нет ли каких-то сбоев. После чего я смогу проверить птицу уже непосредственно на дальность. У нас стандартная высота работы, когда мы выходим на боевое. В разных подразделениях она разная, но мы для себя практичным путем мы пришли к тому, что для нас идеально летать на высоте порядка 200-250 метров, вести наблюдение. И вот дальность в спокойном режиме мы летаем 10-12 километров, у нас нет никаких проблем. Мы используем дополнительные аккумуляторы такого же типа оригинальные, они устанавливаются сверху у нас на дрон. Есть у нас также, мы самостоятельно изготавливаем эти аккумуляторы, у нас парни техотдела делают. И что позволяет нам, если стандартная батарейка дает порядка 25-27 минут полета, когда устанавливаешь еще дополнительную батарею на дрон, это позволяет летать уже порядка 1 часа на одном вот таком вот заряде комплексно. Что дает намного больше возможностей для воздушной разведки. Особенно, когда мы работаем с союзниками и возле нас находится еще 1 или 2 таких же расчета, нам это позволяет работать, как говорят, каруселью. То есть я вешу на точке, где мне дают координаты, куда мне нужно вести объективный контроль. Я наблюдаю над этой точкой, я понимаю, что у меня садится уже аккумулятор, мне скоро надо возвращаться. Парни, союзники поднимают свою птицу, они подлетают, меняют меня, и у нас картинка не прерывается, мы постоянно ведем наблюдение. So now we've moved a little bit to the actual launching sites of the reconnaissance drone team, and we're here with another pilot, and we're going to be talking about, again, what they're doing here. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно представиться себя? Позывной колпак, оператор БПЛА. Ага. И что вас сделать здесь? Мы здесь тестируем наше новое оборудование, тестим дроны, подготавливаем к боевым. Непосредственно проверяем оборудку, вот новые антенны появились у нас, сейчас мы их проверяем, тестим, работаем, как будем работать в дальнейшем сегодня. И вы откуда?
Я сейчас Украину. Ага. So, вы как много бывший украинский солдат? Да, да. И как вы попал здесь? Что произошло, если можно сказать? Не очень приятная история, не очень хочу рассказывать. Ну, попал сюда, скажем так, не своим путем. Просто на Украине нас в один прекрасный момент загнали всех в котел, из которого невозможно было выбраться. И вот помогли русские солдаты вот, выбраться от него. Дали, ну, скажем так, вторую жизнь на такой, как она есть сейчас. Сейчас мы воюем вместе с российскими солдатами. Это за свое единство. Ага. И много сказал, много был плен, или как это? Вы плен сейчас, или вы свободны? Не понял? Вы сейчас в плену или свободны? Да нет, я сейчас свободен. Свободны, да? Вы могу сделать что хочешь, когда хочешь? Ну, в мере разумного. В мере разумного. Ну, как обычный солдат, можно Да, сказать. да. Ага. Но вас, как я понимаю, отдельно от русских войска, вас Да, как да. вас добровольцы и Да. как это. Но и почему вы воевать? За что? Я воюю за украинскую идею, за украинский народ. Не за украинскую верхушку, та, что там сидит, там, за Верховную Раду. Я воюю за украинских людей. Но сейчас на Украине никто не понимает этого. Ну, даст Бог, время покажет, кто, на чьей стороне правда. Ну, как бы. See, and this is something that's very interesting at this point. I want to point out the differences that different ways things can be reported. Like in Ukraine, they report these guys as traitors or something like that. But he says he's fighting for the Ukrainian people. This is why you should think outside the box and get as much information from as many sources as possible. Of course, you'd never see in the Western mainstream media this battalion, or at least the truth of what they're thinking and why they're fighting. You just see a different total story. But I bring you what's really happening in the minds of these soldiers, why they're here, what they've been doing, and what they're fighting for. And as he says, fighting for the people of Ukraine. This is something totally different than you'd see in the mainstream media. So stick with us. We got a lot more to come. So сейчас что будет? Ваня. Будут улетать? Да, сейчас проводим тестирование наших новых дронов. Вот, такие как мини-баба-яга, вот, есть тоже. Ага, мини-баба-яга, да? Да. Это первый раз я вижу. Можно покажи? Это наши ребята сами делают, вот, создают. Ага, вау. Здесь дальше можно еще сбросник приделать и очень хорошо работает с бросами. Ага, interesting, Ну, интересно. Да, своя разработка. И сколько килограмм можно? Килограмма 3, я думаю, можно. Ага. И это будет за бомба и бросы, да? Да. Ну и тоже есть вопрос. Вы бывший украинский солдат, и вы будете пользовать бомбы на украинский солдат. Как вы чувствуете за это? Ну а как они чувствовали тогда, когда они вот таких ребят, как я, вот мои друзья, скажем так, мы все здесь друзья в этом, наш коллектив большой. Как они чувствовали, когда они нас отправляли в останний путь, откуда люди не возвращаются. Но вот если с другой стороны посмотреть, вот русские солдаты нам дали вторую жизнь, что я говорю, что они дали нам вторую жизнь. Угу. Понял. С той стороны они отправляли нас просто вот как мясо, идите, воюйте. Там толком ничего не обучили, не обучали даже толком как автомат держать. Прошел курс молодого бойца, это 30-дневка была в лесу у меня, по окончании чего я так толком ничего не научился делать. Все, что я сейчас умею, я уже научился здесь, непосредственно вот со своими друзьями, с ребятами, с коллективом своим. Ага. Это тяжелый вопрос, может быть. Но есть люди на Украине, сказал вас как предатор Украины. Что вы могли ответить за это? Есть люди на Украине, которые сказали вас как предатор. Да, есть. Но и что вы могли ответить это? Я оправдываться не буду, я Украину не предал, я дальше воюю за единство Украины, и единство с Россией. Это два братских народа. Время покажет и всему свое время, что люди объединятся, рано или поздно они объединятся все равно. У меня на Украине сейчас родственники остались, я тоже это понимаю, сейчас ничем помочь им не могу, это самое печальное. И там, на Украине считают, что я предатель Родины, что я предал ее, что я перешел на эту сторону.
Я пришел не по своей воле сюда. Я вообще противник войны, и до войны у меня на Украине все было хорошо, я нормально работал, у меня была семья, работа. А сейчас кроме моего отряда, у меня никого здесь нет. А вы сказали была. Почему была? Семья? Не, она и есть моя семья. Просто что я сейчас не могу, так, как бы хотел с ними общаться постоянно, видеться так же самое. И на Украине уже там разговоры. Ну, у вас хорошие отношения? Поддерживаете нормально? Да. И вас был... Как вы попал, украинский солдат? Вы в мобилизации был? Да. Ехал на работу, и меня просто досифицировали, кинули в бусик. Как Да. Мне буквально за час мне прошли всю комиссию, а через 2 часа я уже был, там в одной из областей, где меня потом уже отправили непосредственно служить. То есть мне даже не дали возможности домой приехать, вещи с собой взять. В том, в чем я был, там меня и отправили сюда, скажем так. И какой профессии ты был? Я был бригадиром на печатной станции, на типографии бригадиром. То есть я работал, мне на жизнь хватало вполне, и просто один прекрасный день я не доехал на работу, меня бусифицировали. Но это дрон, это как разведка, да? Не, это ударный дрон. Это тоже ударный. У вас как разведка и ударный. Да. Когда разведка находит какую-то цель, она непосредственно передает координаты ударным дроном. И уже ударная группа подготавливает оборудование, взлетает и работает по цели. Можно сказать, как тренировки пошла сегодня? В целом тренировка прошла прям хорошо. Парни, уже я спросил отзывы по поводу новых антенн для дронов Камикадзе. Ребята сказали, результат довольно-таки хороший. У нас есть еще дополнительные, мы их будем позже тестировать. Все-таки новое оборудование, чтобы на боевых проблем у нас не было. Полигон это, конечно, хорошо, но в боевых условиях все работает, к сожалению, немножечко иначе. Всегда какие-то нюансы есть. Плюс воздействие рэбов противника всегда оно влияет на твою работу. Но предварительная оценка того, что на полигоне, довольно-таки хорошо все прошло. Плюс парни, то, что летают в ограниченных условиях передвижения, есть определенная трасса, проходит ее довольно... есть свои нюансы, которые потом будут разбираться, но в целом оценка более чем положительная. Well, we've shown you what we can here on the drone training ground for this special battalion, and we're going to continue on closer and closer to the front line, showing you all the information you need to know that you're not going to get in other places. So make sure you stick with us because this is important. And don't just get information from my reports, get information from as many different sources as possible so you're not led like sheep by the media. Think for yourself. Please like, share, and subscribe. Remember, I'm a totally independent crowdfunded journalist. You can support my work with the link on the screen or in the description. Now let's continue on getting information.